Здравствуйте! Тема урока – ветер, а цель урока – узнать, как образуется ветер и какие бывают ветры. Воздух прозрачен и бесцветен, но мы всегда можем сказать, что он существует, потому что чувствуем его движение или присутствие – ветер. Ветром называется движение воздуха в горизонтальном направлении. Главной причиной возникновения ветра является разница в атмосферном давлении над разными участками подстилающей поверхности. Как известно, атмосферное давление не везде одинаково. Рассмотрим это на примере ветра, который возникает на берегу моря и называется бризом. Этот ветер дважды меняет направление в течение суток. Жарким летним днем воздух перемещается с моря в сторону суши. От воды веет прохладой. Суша нагревается быстрее, чем вода. Известно, что для нагревания 1 кубического сантиметра воды требуется в 3 раза больше тепла, чем для нагревания 1 кубического сантиметра песка. Нагревшийся от суши воздух расширяется, становится легче и поднимается вверх до 1–2 километров, где растекается в стороны. Воздуха над сушей становится меньше, и давление понижается. А над морем, куда воздух приходит, давление повышается. На схеме видно, что над морем температура 16 градусов тепла и давление 759 мм ртутного столба. А над сушей температура выше – 20 градусов тепла, а давление ниже – 758 мм ртутного столба. Более холодный и плотный у поверхности моря воздух устремляется в сторону суши. Так образуется несущий прохладу дневной или морской бриз. Ночью наоборот. Суша остывает быстрее, чем вода. Холодный воздух над ней уплотняется, прижимается к поверхности, а пришедший поверху со стороны моря воздух увеличивает давление над сушей. Там, откуда он ушел, над морем, давление понижается. Охлажденный над сушей воздух из места с большим давлением перемещается туда, где давление меньше. Возникает ночной или континентальный бриз, который дует с суши на море и несет прохладный, но сухой воздух. Бризы проникают вглубь суши и моря иногда на несколько десятков километров. Чем больше разница в атмосферном давлении над сушей и океаном, тем быстрее движется воздух и сильнее ветер. Ветры, сходные с бризом, иногда возникают и на берегах крупных озер и рек. Кроме бризов, существуют и другие виды ветра. Муссон – периодический ветер, несущий большое количество влаги, дующий зимой с суши на океан, летом с океана на сушу. Муссоны наблюдаются главным образом в тропическом поясе. Пассаты – постоянные ветры, дующие с довольно постоянной силой 3–4 баллов. Направление их практически не меняется, они лишь слегка отклоняются. Бора – холодный резкий ветер, дующий с гор на побережье или долину. Фен – сильный, теплый и сухой ветер, дующий с гор на побережье или долину. Сирокко – итальянское название сильного южного или юго-западного ветра, зарождающегося в Сахаре. Муссоны являются сезонными ветрами, которые длятся несколько месяцев года в тропических районах. Этот термин появился на территории Британской Индии и близлежащих стран, как название сезонных ветров, дующих с Индийского океана и Аравийского моря на юго-восток
и приносящих большое количество осадков. В переводе с арабского этот термин означает «времена года». Эти ветры охватывают нижние части тропосферы и резко меняют свое направление по сезонам года. Муссоны особенно характерны для восточных окраин материка Евразия. Летом материк быстро и значительно нагревается, а океан холоднее его. Над ним более высокое атмосферное давление. Зимой материк быстро и сильно охлаждается, а океан сохраняет накопившееся за лето тепло. Поэтому более высокое атмосферное давление над материком. Муссонные ветры проникают в сторону суши и океана на сотни и тысячи километров. В России муссоны хорошо выражены на Дальнем Востоке, поэтому летом там преобладает пасмурная, с туманами и длительными дождями погода, а зимой холодная, безоблачная и сухая погода. И в природе, и в жизни человека ветер имеет огромное значение. Во-первых, ветер переносит тепло и влагу с поверхности океана вглубь материков. Во-вторых, он образует волны и является причиной образования океанических течений, способствующих перемешиванию воды океана. Издавна сила ветра использовалась человеком в ветряных мельницах, в парусных судах, в ветровых электростанциях. Однако ветер может стать и причиной бедствий. Сильные разрушения наносят ураганы на суше, штормы в море, а также сильнейшие наводнения возникают из-за наноса воды с моря ветром. Для того, чтобы использовать силу ветра, определить направление или изменение направления ветра, предотвратить разрушительную силу ураганов, человек издавна изучал ветры. В давние времена о силе ветра судили по местным признакам. В море – по действию ветра на воду, на паруса судов. На суше – по отклонению дыма из труб или раскачиванию деревьев. С учетом многих местных признаков была разработана 12-бальная шкала, которая позволяет определить скорость ветра в метрах в секунду или его силу в баллах. Если ветра нет, то есть его скорость и сила равны нулю, такой ветер называют штиль. Если ветер небольшой и его сила равна 1 баллу, такой ветер называют обычно тихий. На метеорологических станциях за силой и направлением ветра наблюдают с помощью флюгера или шаров пилотов. Точные сведения о силе и направлении ветра получают с помощью прибора анемометра. Название ветру дают по той стороне горизонта, откуда дует ветер. Например, если ветер дует с юга, то его будут называть южным. Если с северо-востока, то ветер будет северо-восточным. Для каждой местности характерны те или иные ветры, отличающиеся своей силой и направлением, господствующие в данной местности. Если о господствующих температурах можно судить по кривой графика хода температуры в местности, то о господствующих ветрах можно судить по графику, который называют розой ветров. Итак, сегодня на уроке мы говорили о том, что является главной причиной образования ветра и что такое ветер, какие на планете встречаются ветры и с помощью какого графика можно определить господствующие ветры той или иной местности. На этом урок наш окончен. До свидания.